Давно у нас в меню не было курицы, и по этому поводу сегодня корейское куриное барбекю на шпажках. Конечно же, нам для этого понадобится сама курица. Я буду использовать куриное филе. В Корее в основном используется мясо ног, потому что его текстура более подходит этому блюду, но иногда тоже делают и из филе. Все пропорции приведены на 6-7 шпажек, зависит от того, как вы нарежете мясо. Мясо курицы мы нарезаем кусками среднего размера и не делайте куски очень толстыми. Если речь идет о мясе куриных ног, то с куриных ног нужно снять сначала кожу, удалить кости и затем нарезать мясо. После того, как мясо нарезано, его нужно приправить. Мы добавляем соль по вкусу, у меня где-то 1/4 столовой ложки, и также черный молотый перец по вкусу. Перец черный я люблю и кладу много, но учитывайте, что соус будет острый. Также мы добавляем мирин, рисовое вино, 1 столовую ложку. Если у вас рисового вина нет, то в данном случае его можно пропустить. И все это хорошо перемешиваем. И хорошо, если у вас есть время, конечно, дать настояться мясу 30 минут. Если времени нет, то тогда готовим сразу. Тем не менее, нам нужно также приготовить и соус. Острый соус барбекю. И для этого соуса потребуется нам обязательно острая чили паста кочуджан. И нужна она нам будет в объеме 1 столовой ложки. Этот кочуджан я сделала сама дома совсем недавно, в прошлом видео. Здесь вверху линк на этот рецепт, как сделать такую пасту у себя дома. Так что заходите, смотрите и тоже можете ее приготовить. Далее. Нам также будет нужен красный молотый перец чили, 1 столовая ложка. И затем добавляем либо устричный соус, что лучше, но если устричного соуса нет, как у меня сейчас, то тогда можно использовать соевый соус 2 столовые ложки. И добавляем также мирин, рисовое вино 2 столовые ложки, в данном случае этот ингредиент лучше не пропускать. И молотый чеснок пол столовой ложки будет достаточно, я люблю чеснок очень, поэтому кладу 1 столовую ложку. И также добавляем воду, 1 столовая ложка. Добавляем сахар, белый сахар, 1 столовая ложка, и также нам потребуется сироп. Я использую сироп агавы. В Корее обычно используют либо зерновой сироп, либо кукурузный сироп. Сироп нам нужен в объеме 2 столовых ложек, но если у вас его нету, вы не можете найти сироп, то просто добавьте еще 1 столовую ложку сахара. Нам нужно все это хорошо перемешать до однородности. И если вдруг вы не хотите острый соус, но не едите вы острое, то вот вариант, как можно приготовить это блюдо с неострым соусом. Тогда просто делайте вот такой вот соус, и будет не остро. Теперь далее 7 перьев зеленого лука. То есть вы можете использовать зеленый лук или вообще его не использовать, или заменить его на какую-то другую, например, на паприку. Хорошо, если кончики у этого лука, да и сам лук будут достаточно толстые. Далее деревянные шпажки 6-7 штук. То есть все пропорции ингредиентов где-то вот на 6-7 шпажек, как получится, сейчас посмотрим. И мы нарезаем зеленый лук и решаемся его использовать кусками где-то в 4-5 сантиметров, ну, чтобы их длина была равна кускам курицы, как мы их нарезали. Но учтите, что при жарке, конечно, курица уменьшится, так что можете на 1 сантиметр поменьше нарезать. И теперь мы надеваем на шпажки зеленый лук и курицу, чередуя их между собой. То есть, как вы видите, я сначала надела белый кончик зеленого лука, потому что он плотный и устойчивый. Затем тонкую часть, зеленую часть зеленого лука. И затем 2 небольших куска курицы, куриного мяса, куриного филе. Затем опять зеленый лук, 2 штуки, то есть 2 куска в 5 сантиметров. И затем опять надеваю куриное мясо. То есть вообще в основном это выглядит и так, но вы можете чередовать, например, лук-мясо в плане того, что не по 2, а по 1. Опять же, все зависит от того размера, какими кусками вы нарезали. В общем, вот так вот это у нас выглядит, все совершенно не хитро, просто отнимает немного времени из-за зеленого лука, который надевается немножко так деликатно. И когда мы подготовили
все шпажки. Как вы видите, у меня получилось 7 шпажек. Можно приступать к жарке. Мы нагреваем сковороду с растительным маслом. 2 столовые ложки для начала заливаем, может быть, больше и не понадобится. Но в общей сложности, может, где-то уйдет 4 столовые ложки растительного масла. Нагрев масло. Оно должно быть обязательно нагретое, чтобы его мясо не начало в себя впитывать. Мы выкладываем на сковороду шпажки и жарим мясо на среднем огне с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета. Переворачивать можно любое количество раз со стороны на сторону. Удобно использовать либо щипцы, либо азиатские палочки, либо просто аккуратно берите за краешки шпажки, так переворачивайте, будьте аккуратны, не обожгитесь. И когда у нас мясо уже пропеклось внутри и поджарилось снаружи, мы покрываем сверху и мясо, и зеленый лук тем самым соусом, который прежде приготовили. Вы наносите его любым удобным вам способом, и мы продолжаем готовить барбекю, но уже на слабом огне, после того, как мы нанесли соус. Соусом мы должны смазывать с обеих сторон. Это можно даже делать не один раз, можно делать это дважды, каждый раз переворачивая со стороны на сторону по необходимости. Просто распределяйте соус, чтобы хватило его вам на все количество. И готовим мы барбекю до такой хорошей обжарки. Если оно даже немножко, так сказать, overcooked, да, если немножко его переготовили, немножечко оно подгорело, оно будет даже вкуснее. И, собственно, все, блюдо готово, можно подавать его к столу. Перед подачей к столу хорошо его посыпать немного обжаренными кунжутными семенами. Понадобится буквально щепотка. Кстати, возможны и другие топпинги, например, майонез или сыр пармезан. То есть можно всякие варианты. Можно даже, например, арахис растолочь, посыпать арахисом. Блюдо острое, но это на любителя. Опять же говорила, вы можете приготовить и с неострым соусом, который я привела в самом рецепте. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь. Здесь еще раз приведем способ приготовления и ингредиенты. Приятного вам аппетита!